Всем привет! Привет всем! После того, как мы записали видео про голландскую еду, мы ждали возможности записать видео и показать вам еду какой-нибудь с другой страны. И теперь у нас появился шанс сделать это во Франции, поэтому сегодня мы будем показывать французскую еду. Начинаем мы, естественно, с сыра. Вот мы купили какой-то из десятков сортов, которые есть в магазине. Вот я показывал поближе. Там нарисован какой-то мужчина в полосатой рубашке, поэтому мы решили, что это вполне французское. Ну да. Тем более написано «Аутентик». Сейчас мы его открываем, укладываем на тарелку. Ну вот, похоже на вот эту картинку, как раз у нас таки получилось. Давай же пробовать. Выглядит вот так вот. Ага, спасибо. Вот так. Ну, давайте узнаем, какой он знаменитый французский сыр по вкусу. Достаточно мягкий. Да. Похоже Горький. на какой-то плавленый сыр, на самом деле. Он горький. Мы пробовали уже разные сыры, которые известны и за пределами Франции, типа камамбера или рокфорта. Но этот был нам неизвестен. Можно, в принципе, есть, но, честно говоря, по вкусу не сильно отличается просто от обычного сыра. Согласна. Теперь следующий по очереди у нас другой символ Франции. Это багет. Мы его специально сегодня купили утром в булочной. Свежеиспеченный. Так сказать, да. Многие французы покупают несколько багетов и, наверное, по несколько раз в день. И на улице часто можно встретить людей, идущих с 3-4 багетами. И, соответственно, людей, которые едят их прямо по дороге. Ну, попробуем. Но мы по дороге не стали есть, мы оставили для записи. Но он довольно мягкий, как можете видеть, то есть отламывается без шума. Да, и багет не режут, ломают обычно, потому что резать его невозможно. Будет много крошек. Крошка. Вот. И на него, в принципе, можно намазывать разные вещи. Что мы хотели показать тут, это местная особенность. Называется гриет. Что-то вроде такого, даже не знаю, с чем сравнить, мясного паштета. С жиром. Да, и вот сейчас мы покажем. Выглядит внутри не слишком привлекательно, конечно. Ну, это жир, да. Что-то похожее на холодец, может быть. 5% похоже. Да, Холодец. Я очень, видимо, люблю холодец. И иногда бывает с кусочками мяса, а тут вот оно все такой достаточно... Ну, оно не в форме паштета, то есть тут все-таки можно текстуру мяса можно углядеть, поэтому оно не то, что из молота в такой песочек. Пахнет мясом. Да. Ну да, это мясо, то есть ошибиться трудно, это мясо. Так, Вот, давайте, можно пробовать. Давайте попробуем. Можно пробовать. Ну, довольно вкусно. Жирненько. Жирненько. Мясо такое насыщенное, солененькое. С багетом свежим очень даже вкусно. Довольно вкусно, да. Мне кажется, как закуска, это очень даже привлекательно. Но хочется это чем-то запить. В больших количествах это трудно. Есть, конечно, подряд. Да. Выпиваем мы. Запить мы решили другой местной
так сказать, Местным продуктом. местным да, который продуктом. Здесь производится в больших количествах, но не вином, потому да. что это было бы слишком банально. А сидром. И тут, несмотря на то, что написано, что продукт Нормандии, мы находимся сейчас неподалеку от Нормандии, но не в Нормандии, да, а в регионе Луары, правильно? Это да, так называется. Думаю, ну, как вы видите, тут все очень сложно закрыто, как шампанское, сейчас поэтому я буду открывать. нам нужна помощь специалиста, чтобы это открыть. И бывает сидры двух типов, да, брют и дю, как-то так называется, простите, наш французский. Сладкий, короче, и не сладкий. Вот не сладкий мы уже как-то пробовали, решили попробовать этот сладкий, Да. или это непонятно? Это... Ну, вот, значит, будет сюрприз. Открытие произошло, открытие века. Произошло, разливаем стаканом. И я думаю, что мы будем запивать сегодня все оставшиеся продукты в этом видео именно сидром. Пожалуйста. Ну, вот такая вот жидкость, по цвету пузырчатая, нормально. похожая на шампанское, пожалуй. Да на все, что хочешь, она может быть, конечно, похожа. Это сидр с грушей. Так? Да, вот я даже могу это продемонстрировать. Здесь вот нарисовал груши. Даже две. Ну, будем пробовать. Пора. Пожалуй, это все-таки сладенький. Мне так кажется. Вкуса как-то мало. То есть впечатление, что пьешь просто какую-то жидкость, которая уже пахнет грушей. Да, и чувствуешь, что в ней есть немножечко какого-то алкоголя, но он почему-то сильно чем-то разбавлен. Но вот подобный сидр можно очень во многих местах встретить в разных крепериях, где блины подают. Почему-то блины тут едят, запивая их сидром, видимо. Глубины мы потом еще расскажете. Мы продолжаем показывать французскую еду и в частности продолжаем показывать то, что можно мазать на хлеб, на багет. Сейчас у нас такая вот намазка из Фиги. орехов и фиги, и фиг. И фиги. Ну, в общем, здесь какое-то невероятное количество продуктов, содержащих фиги. Нас это очень удивило. Не знаю, то ли они выращивают фигу. Ну, просто не самый частый ингредиент для вот сыров или намазок, или вот что-то такого. Но, тем не менее, значит, по цвету это вот такое вот чуть-чуть ореховое, понятное дело, потому что тут есть орех, но... Ореховая масса. Масса, да. Багет мы сегодня доедим, я думаю, быстро. Именно поэтому его покупают в таком количестве. Намазывается довольно легко. Ну и, в принципе, это можно есть на завтрак, я думаю. Ну, то есть это предназначается для завтрака. Итак. Давайте пробовать. Пробовать. Вот так вот это выглядит. На хлебе уже. Ну, так как я слабо представляю себе вкус свежих фиг. Нет, ну орех, конечно, не чувствуется, но это, в принципе, все. Больше ничего нету. Ну, есть какое-то послевкусие. Ну, какой творог. Какого-то фрукта. Но почему-то кажется, что это цитрусовое какое-то послевкусие. Да. Ну, довольно горькое еще, кстати. И теперь мы вам покажем продукт, который очень нас порадовал, когда мы увидели его в магазине. Потому что это... Потому что называется сосисон. Вот сосисон. Мы выбрали сосисон поменьше, с маленькими кусочками. Сейчас мы его откроем. Сейчас я специально для вас его откроем.
Ну, Как такие это выглядит? Вот такие срочные колбаски, колбаски, сосисоны. сосисончики, я бы сказала. Ну, тут их штук 10, да, наверное? 6, 7, 8, Не 10. знаю. Ну вот нарисовано, что детям нельзя. Ну, это хорошо всегда. Так, ну пора их уже попробовать. Я уже. Ну, такой солями на самом деле, только очень маленький. Сырой это, опять же. Мне такая штука нравится. Это сырами. Нет, тебе нет? Не приветствую и не могу пропагандировать употребление сырого мяса. Я тогда доем вот это вот Потому что удовольствие. это очень плохо. Мне кажется, что очень вкусно. Ну, достаточно, пожалуй. Пора переходить к следующему продукту. Пока я дожевываю сосисон. Следующий типичный продукт у нас каштаны. Но, естественно, мы не готовы пока просто есть каштаны с помятку. Это нужно пожить, наверное, прожить тут здесь. дольше, чем мы живем, да. Поэтому вместо каштанов у нас сегодня йогурт с каштанами. Вот такой вот. Каштаны консервированные еще можно найти, но в каких-то невероятно больших банках мы не решились пробовать. Но мы постепенно, я думаю, придем к этому. Йогурт очень плохо открывается, вот уже видно. Ну, нам, наверное, для пробы хватит одной баночки. Или обе. Да, можно на одно, конечно. Внутри вот такая вот масса. Ну, по цвету каштана, да, немножко разбавленная, конечно. Коричневенькая. Достаточно плотная, кажется. Похоже на какой-то мусс. Пудинг. Пудинг Держи, йогуртовый. Давай попробуй. пробовать. Очень сладкая. Дьявол, но тут такое впечатление, что это не с каштанами, а с сахаром. А каштаны просто до цвет рядом подержали, тут просто один сахар. Сахар и какого-то другого вкуса, кроме сладости, и чуть-чуть, опять же, орехового вкуса нету. То есть удовольствие... Никакого практически. Что как еще? Будто, да, вот просто какая-то такая творожноватая субстанция и чрезмерное количество сахара. Тут вот если взять, посмотреть состав, тут написано, что... Сейчас посмотрим. Да, должно быть... непонятно, сколько сахара. Не говорят, сколько сахара. А вот, 30 грамм сахара на 100 грамм продукта. Ну, как бы это... Ну, то есть, понятно, взяли сахар и добавили в сахар немножечко перемолотых каштанов. Я думаю, для цвета, да. Я думаю, так это все происходило. Так что это минус. Это минус. Но мы уже вам рассказывали про блинчики, так называемый крепес. И они здесь очень популярны, и их можно даже вот в таком виде готовом купить в магазине. Причем уже с начинкой. А самая популярная начинка для них, естественно, шоколадная. Сейчас мы их подогреем. Мы их подогрели? Блинчики подогреты, значит, можно их пробовать. Ну, ты прямо руками? А ты чем хочешь? Вилкой? Вилкой. Нет, я думаю. Ну, ладно. Удачи. Ну, в общем, блинчики вполне обычные. Похожи на те, которые я сама часто готовлю. Бабушка дома делает, да. Но только еще тесто какое-то безвкусное. Ну, в принципе. Шоколад, слава богу, не такой сладкий, как те каштаны, которые мы ели. Да, то есть можно прямо было каштаны положить в блинчики. Ну, я думаю, что так тоже делают. Я думаю, тот факт, что мы купили все-таки готовые блины, немного повлиял на их вкус.
Поэтому каких-то больших ожиданий мы не питали. Но есть можно. Нет, даже на самом деле довольно неплохо, если есть где подогреть подавать. Давайте перейдем к следующему лоту. блюду. Это у нас опять намазывание чего-то на багет. И на этот раз мы будем намазывать чисто фиговый продукт. Фиговый, хорошо, что не фиговый. И это мы еще посмотрим. Значит, это конфитюр с фиги. Я думаю, что видно сейчас. Должно быть вот так вот по цвету. Берем нож, да еще не испачкан. Ну да. Конфитюров много очень разных можно найти в магазине. Это, опять же, популярный во Франции продукт. Ну, потому что нужно что-то мазать, а я так понимаю, что одними каштанами сыпать не будешь. Да. С сахаром. Но мы решили, что каким-то джемом или конфитюром с апельсинами там или с малиной, абрикосами вас не удивишь. А вот фига, это, я так понимаю, новое слово. Лично для нас это необычно. Ну вот, выглядит, собственно, как обычное варенье. Да. Давайте пробовать. После каштанов теперь просто кажется, что сахара почти нет. Нигде, да, то есть каштаны перебили впечатление от всех остальных продуктов. Ну, джем, намазанный на булку. Нормальный джем, да. Достаточно вкусно. Тут еще зернышки вот от фиги. Зернышки, это здорово, да? Ну, похоже на малиновое варенье с зернышками. Не по вкусу, а по консистенции. Я бы сказал, больше похоже на клубничное, потому что зернышки в клубнике. Ну, может быть. Такие черненькие такие. Может быть. Ну, в общем, с чаем нормально. Я думаю. Да. Ну и последний сладкий продукт на сегодня, и, в принципе, последний продукт на сегодня, который мы хотели вам показать, это тарталетки или тарталеты. Довольно популярный десерт. Мы купили в магазине, но в разных кондитерских можно купить собственно их собственного приготовления. Да, сейчас я открою это. Какие они маленькие, вы посмотрите. Какая прелесть. Гляньте. То есть в моем представлении обычно то, что вы видите в кондитерских, это вот такого размера. Раза два больше. Нечто. А тут такая печенька, на которой намазан джем. Не, ну просто... Ну, видно, коробка гораздо больше, и реально, когда ты видишь в магазине коробку такого размера, то как-то... Посмотрите, как они сфотографировали еще. Кажется, что вот ты откроешь коробку, и там будет вот такого размера. Куча просто этих. А получаешь на выходе вот это вот. Давайте хотя бы узнаем, как она по вкусу. Вкусно. Это вкусно. Это вкусно. Сейчас я дожую и скажу. Ну, тут главный вкус, мне кажется, почему вкусно, потому что джем лимонный. Да, очень вкусно. И джем очень вкусный, и тогда это все еще на такой основе, как печенька, получается очень вкусный десерт. Да. Поэтому заканчиваем на такой позитивной ноте. И можно всем порекомендовать. Давайте до следующего видео. Спасибо за просмотр. Пока! Пока.